Сегодня готовим необычное блюдо. Берем банку красной фасоли. Она делает основу невероятно нежной, а само блюдо очень сытным. Сливаем жидкость. И хорошенько промываем холодной водой. Половину фасоли перекладываем в миску. И разминаем вилкой в кашицу. Это наш секрет идеальной текстуры. В отдельную емкость вбиваем яйцо. Добавляем кефир, по пол чайной ложки сахара и соли. Для пикантного аромата немного черного перца и сушеный чеснок. Тщательно перемешиваем венчиком. В однородную массу всыпаем просеянную муку и добавляем нашу размятую фасоль. Тщательно перемешиваем до консистенции густой сметаны. Холодную сковороду щедро смазываем сливочным маслом и выкладываем наше жидкое тесто. Сверху равномерно распределяем оставшуюся целую фасоль. Ножницами срезаем только соцветия брокколи. Они нам и нужны. Равномерно распределяем их по поверхности. Следом отправляем половинки черри. Они добавят сочности и свежести нашему блюду. Посмотрите, какая мозаика! Накрываем крышкой и готовим на самом медленном огне. Посмотрите, как красиво подошел наш пирог. Теперь добавим немного тертого сыра. У меня моцарелла, но подойдет любой. Снова накрываем крышкой буквально на пару минут, чтобы сыр полностью расплавился. Выключаем огонь, притрушиваем свежим зеленым луком и даем отдохнуть 5 минут. Лопаткой аккуратно отделяем края и вынимаем наш шедевр. Тесто мягкое, пропеченное и очень сытное. Это полноценный высокобелковый ужин всего за 10 минут. Обязательно попробуйте!